Выбор полковника. Артур Конан Дойл. Появление вести об обручении полковника Болсовера, человека столь тихого и склонного к научным занятиям, с весьма пылкой и пленительной мисс Хильдой Торнтон, вызвало в Берчесполе немалое удивление. И, признаться, к этому удивлению примешивалось чувство сострадания к доблестному офицеру. Не то чтобы о молодой леди можно было сказать что-либо действительно порочащее. Ее происхождение было безупречным, а светские таланты — несомненными. Однако на протяжении нескольких лет она вращалась в кругу людей, чье поведение даже самые снисходительные друзья не могли не назвать разгульным. Впрочем, сами они предпочитали именовать себя изысканным обществом, хотя суть от этого мало менялась. Хильда Торнтон была чрезвычайно хороша собой, статная, величественная блондинка с золотистыми волосами. Она являлась признанной королевой гарнизонного общества, и каждый новый субалтерн, прибывавший из Вулиджа или Сандхёрста, склонялся перед ней в немом восхищении. Но шли годы, субалтерны становились капитанами, капитаны — майорами, а положение мисс Торнтон оставалось неизменным. Бесконечная вереница саперов, артиллеристов, кавалеристов и пехотинцев проходила перед ней в светской жизни Берчеспула, однако мисс Хильда Торнтон все так же оставалась мисс Хильдой. Она уже начала отдавать предпочтение приглушенному свету и по вечерам выглядела на несколько лет моложе, чем по утрам. И вот тогда-то добрый, простодушный полковник Болсовер, совершив один из своих редких выходов в свет, разглядел в ней лишь чистоту да свежесть. Со всей скромностью он предложил ей свое честное имя, высокое положение в обществе и доход около 2000 фунтов в год. Разумеется, в прибавку к этим преимуществам прилагались седая голова да подорванное в Индии здоровье, однако молодая леди не проявила ни малейшего колебания, и на следующий день их обручений стала главной темой для разговоров во всех гостиных и офицерских собраниях городка. Но даже теперь многих не покидали сомнения относительно того, состоится ли свадьба. Старые девы шепотом произносили мрачные пророчества, а азартные корнеты уже делали ставки. Дважды Хильда подходила к самому порогу счастливого брака, и дважды обручальное кольцо возвращалось владельцу, а клятва оставалась неисполненной. Причины этих неудач так и не выплыли наружу. Одни говорили о непостоянстве и врожденном коварстве мужчин. Другие намекали на счастливое спасение и шептались о зловещих тайнах, которые доходили до ужаснувшихся ушей ее поклонников и заставляли их бежать прочь. Те, кто знал больше всех, предпочитали молчать, но лишь печально качали головами при одном упоминании имени полковника. Ровно за 6 дней до назначенной свадьбы полковник Болсовер сидел в своем кабинете. На столе перед ним лежала чековая книжка, и он просматривал внушительные счета от обивщиков мебели, которые уже начали поступать. В этот момент его навестил давний друг, майор Барнс из индийской конницы. Они вместе провели 2 военные кампании на границе, и Болсовер был искренне рад снова видеть смуглое, поджарое лицо и сухую, жилистую фигуру бенгальского улана. «Мой дорогой друг!» — воскликнул он, простирая руки. «Я и не знал, что ты в Англии». «6-месячный отпуск», — тепло ответил старый товарищ, отвечая на приветствие. Прихватила печень в Пешаваре, и медицинская комиссия решила, что глоток родного воздуха вернет меня в строй. А ты отлично выглядишь, Болсовер. Еще бы, Барнс. Мне в последнее время улыбнулась удача, куда большая удача, чем я заслуживаю. Ты уже слышал? Можешь поздравить меня, дружище. Со следующей среды я семейный человек. Индийский офицер пожал протянутую ему руку, однако его хватка была слабой, а взгляд устремился в сторону. Что ж,
Я искренне надеюсь, что все это к лучшему, Болсавер. К лучшему. Да что с тобой, любезный? Она же самая очаровательная девушка во всей Англии. Приходи к нам сегодня вечером, я вас познакомлю. Благодарю тебя, Болсавер, но мне кажется, что я уже знаком с этой молодой леди. Мисс Хильда Торнтон, если я не ошибаюсь. Вчера вечером я обедал с саперами и слышал, как об этом говорили. Барнс говорил отрывисто, с заметным смущением, что было совсем не похоже на его обычную непринужденную и открытую манеру. Он делал паузы, подбирая слово, и задумчиво потирал подбородок большим и указательным пальцами. Полковник окинул его вопросительным взглядом. «Что-то не так, Джок?» — спросил он. «Ну, старина». Я тут подумал. Мы подумали. То есть некоторые из твоих старых товарищей. Видит Бог, лучше бы они пришли и сами все это сказали. А, так ты в роли посланника. Губы Болсавера сжались, а брови насупились. Понимаешь ли, мы тут обсуждали это, Болсавер. И нам показалось, что брак — это очень ответственное дело, сам понимаешь. «Кому, как не тебе, знать», — ответил полковник с полуулыбкой. «Ты ведь был женат дважды». «Ах, да». Но в обоих случаях, даю тебе слово, Болсавер, я действовал с крайней осмотрительностью. Я знал все о своей жене и о ее семье, клянусь честью. Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь, Барнс. Ну, старина, я довольно неуклюж в подобных делах. Это не по моей части, но ты меня простишь, я уверен. Мы просто не можем видеть, как наш товарищ попадает в беду, и не предостеречь его. Я знал Тресселиана в Индии. Мы делили одну палатку во время афганской кампании. Тресселиан знал мисс Торнтон, да так, как никто другой. У меня есть все основания полагать, что, когда он был расквартирован здесь 5 лет назад. Полковник Болсавер вскочил со своего кресла и протестующе поднял руку. «Ни слова больше, Барнс», — отрезал он. «Я и так услышал слишком много. Я верю, что ты желаешь мне добра, но я не могу слушать тебя на эту тему. Моя честь этого не позволит». Барнс тоже поднялся с кресла, и два старых солдата посмотрели друг другу прямо в глаза. «Ты твердо это решил, Болсавер?» «Абсолютно. И ничто не изменит твоего мнения». «Ничто на свете». «Что ж, тогда на этом все. Я не скажу больше ни слова. Возможно, я ошибаюсь, а ты прав. Я лишь от всего сердца желаю тебе полного счастья. Спасибо, Джок. Но оставайся на второй завтрак. Все уже почти готово. Нет, благодарю тебя, дружище. Меня у дверей ждет экипаж, я спешу в город. Мне следовало уехать еще утренним поездом, но я чувствовал, что не могу покинуть Берчеспул, не предостерегши. То есть не поздравив тебя с этим событием. Мне пора бежать, но в пятницу ты получишь от меня письмо. Такой вот оказалась миссия майора Джека Барнса, единственная попытка пошатнуть верность Перси Болсавера. Не прошло и недели, как Хильда Торнтон перестала быть мисс Торнтон, и под проливным дождем из рисовых зерен счастливая пара отправилась на железнодорожную станцию Берчеспула «Держи курс на Ривьеру». В течение 15 месяцев все у супругов Болсавер шло гладко. Они сняли большой отдельный особняк с собственным садом на окраине Берчеспула и принимали гостей с таким размахом и щедростью, которые поражали всех, кто знал спартанскую простоту холостяцких дней полковника.
На самом деле его личные вкусы ничуть не изменились. Праздная жизнь была ему глубоко отвратительна. Однако он боялся слишком резко переносить жену в обстановку, которая могла показаться ей чересчур суровой. В конце концов, он был старше нее почти на 20 лет, и разве разумно было ожидать, что она подстроит свои привычки под его? Он был обязан пожертвовать собственным комфортом. Это был его долг. Ему требовалось стряхнуть с себя старые привычки и прежний уклад. И он взялся за эту задачу со всей энергией и основательностью старого солдата, пока балы и обеды у Балсаверов не превратились в одно из главных событий светской жизни Берчеспула. Именно во вторую зиму после их свадьбы в маленьком городке состоялся грандиозный бал по случаю визита весьма августейшей и королевской особы. Цвет местного общества объединился с гарнизоном, чтобы устроить блестящий праздник. Красивых женщин здесь было предостаточно. Но Балсавер, глядя на танцующих, думал, что ни одна из них не может сравниться с его собственной женой. В наряде из серого тюля, украшенном яблоневым цветом, с бриллиантовым эгретом, мерцавшим в ее золотистых волосах, она могла бы служить самим воплощением и образцом величественной белокурой англосаксонской красоты. В этом свете первые слабые следы времени сгладились, и с блеском удовольствия в глазах да с ярким румянцем на щеках она была настолько хороша, что даже августейшая королевская особа, хоть и считавшаяся весьма пресыщенной в вопросах женской красоты, прониклась живым интересом. Полковник стоял среди пальм и рододендронов, провожая супругу взглядом и трепеща от гордости, когда замечал, как поворачивались головы и какими быстрыми шепотом обменивались гости, едва она проходила сквозь толпу. «Вас можно поздравить, полковник», — произнесла леди Шиптон, супруга бригадного генерала. «Сударыня сегодня бесспорная королева нашего бала». «Мне чрезвычайно приятно это слышать», — ответил полковник, потирая руки от искреннего дилейт. «Ах, вы и сами так думаете», — кокетливо заметила дама, слегка коснувшись его руки веером. «Я наблюдала за вашим взглядом». Полковник слегка покраснел и рассмеялся. «Похоже, она действительно отлично проводит время. Ей довольно трудно угодить в выборе кавалеров. Когда я вижу, что она танцует с кем-то дважды, я понимаю, что она довольна». Леди присмотрелась, и легкая тень пробежала по ее лицу. «А, ее кавалер!» — воскликнула она. Я и не заметила его. «Выглядит как человек, перенесший тяжелейший удар судьбы», — заметил полковник. «Вы его знаете?» «Да. Он служил здесь еще до вашего приезда. Затем он получил назначение и уехал в Индию. Его имя — капитан Тресселиан из штабного корпуса Мадраса. Полагаю, приехал в отпуск на родину?» «Да. Он прибыл только на прошлой неделе. Перемена обстановки была ему просто необходима», — заметил полковник. «Но оркестр здесь играет слишком громко. Следующий танец — кадриль. Дозвольте иметь честь». Лицо, привлекшее внимание полковника, и впрямь было примечательным, смуглое, проницательное и ястребиное, с впалыми щеками и глубоко посаженными глазами, чья чернота и блеск казались скорее итальянскими, нежели английскими. Кельтские корни его старинной корнуоллской крови проявлялись в его тонкой, жилистой фигуре, нервных, подвижных чертах и небольших раздражительных жестах, которыми он придавал особую выразительность своим словам. Хильда Балсавер побледнела до самых губ при одном виде этого человека, когда тот вошел в бальный зал. Однако теперь они станцевали 2 танца подряд, а третий пропустили, укрывшись в тени пальм. Именно там полковник и обнаружил их, прогуливаясь по зале, пока танцоры собирались для котильона.
«Как же так, Хильда, ведь это один из твоих любимых танцев?» — произнес он. «Неужели ты пропустишь его?» «Спасибо, Перси, но я немного устала. Позволь представить тебе моего старого друга, капитана Тресселиана из Индийской армии. Ты, возможно, слышал, как я упоминала о нем. Я знаю его уже очень много лет». Полковник Болсавер сердечно протянул руку, однако его собеседник отвернулся и с отсутствующим видом посмотрел через весь бальный зал, словно ничего не слыша. Затем внезапно, с полупожатием плеч, точно человек, покоряющийся судьбе, он повернулся и принял предложенную ему руку. Полковник взглянул на него с некоторой растерянностью, ибо поведение капитана казалось странным, глаза выглядели дикими, а его ладонь была горячей, словно у больного в лихорадке. «Вы, кажется, не так давно вернулись на родину». «Вернулся на прошлой неделе на корабле Джамна». «Вы долго отсутствовали?» «Всего 3 года». «А. Значит, вы нашли мало изменений дома?» Капитан Тресселиан разразился резким, сухим смехом. Да. Я нашел предостаточно изменений дома. Предостаточно. Все весьма сильно изменилось. Его смуглое лицо потемнело, а тонкие темные пальцы нервно сжимались и разжимались. «Полагаю, Перси», — произнесла Хильда Болсавер, — «что карета уже ждет». «Доброй ночи, капитан Тресселиан. Я уверена, что мы будем рады видеть вас в Мелоус-Лодж». «Несомненно», — воскликнул полковник. «Любой друг моей жены — желанный гость. Когда мы можем надеяться увидеть вас?» «Да, я непременно навещу вас», — ответил тот. «Я чрезвычайно вам обязан». «Доброй ночи». «Знаешь, Хильда», — заметил полковник, когда они в ту ночь возвращались домой в своем экипаже, «я заметил кое-что весьма странное в манерах твоего друга, капитана Тресселиана. На мой взгляд, он приятный малый, но его речи и взгляд порой казались слегка диковатыми. Мне кажется, он перенес солнечный удар в Индии». «Весьма возможно. К тому же, насколько мне известно, у него были некоторые неприятности». «Ах, вот оно что. Ну что ж, мы должны постараться сделать его пребывание здесь как можно более приятным». Хильда ничего не ответила, но обвила руками шею мужа и поцеловала его. На следующий же день и в течение многих последующих дней капитан Тресселиан регулярно навещал Мелоус-Лодж. Он гулял с Хильдой, катался с ней верхом, беседовал в саду и сопровождал ее на прогулках, когда полковник отлучался по службе. Через неделю в Берчесполе поползли сплетни, а через месяц это превратилось в явный и громкий скандал на весь город. Сослуживцы-ветераны со смешком переглядывались, женщины шептались, одни сочувствовали, другие насмехались. Однако среди всех этих толков лишь один Болсавер казался абсолютно невозмутимым. Лишь единожды леди Шиптон отважилась завести с ним разговор на эту тему, но он остановил ее так же твердо, хотя и более мягко, как в свое время поступил со своим старым другом в дни обручения. «Я полностью верю ей», — сказал он. «Я знаю ее лучше, чем кто-либо другой». Но настал день, когда и полковник понял, что больше не может игнорировать то, что происходит под его собственной крышей. Он вернулся домой поздно днем и застал капитана Тресселиана, как обычно, расположившегося в гостиной, пока его жена разливала чай за небольшим столиком у камина. Когда он входил, их голоса звучали в оживленном разговоре, но беседы быстро сошли на нет, сменившись натянутостью и формальностями. Болсавер присел у окна, задумчиво помешивая чай в чашке, которую подала ему жена, и время от времени бросая взгляды на Тресселиана.
Он заметил, как тот достал из кармана записную книжку и быстро набросал несколько слов на вырванном листке. Затем полковник увидел, как тот поднялся с пустой чашкой, подошел к столику и передал ей вместе с чашкой эту записку. Все было сделано ловко, но ее пальцы смыкались недостаточно быстро, и маленький обрывок белой бумаги соскользнул на пол. Тресилиан нагнулся за ним, но Балсавер уже сделал шаг вперед и подхватил записку с ковра. «Тебе записка, Хильда», — тихо сказал он, протягивая ей листок. Его слова звучали мягко, но губы сурово сжались, а в глазах появился опасный блеск. Она взяла листок, но тут же протянула его обратно. «Не прочтешь ли ты ее мне?» Он взял бумагу и замер на мгновение в замешательстве. Затем бросил ее в камин. «Пожалуй, лучше оставить ее непрочитанной», — произнес он. «Думаю, Хильда, тебе лучше подняться к себе в комнату». В его тихом, сдержанном голосе звучало нечто такое, что целиком подчинило и подавило ее. В его облике и манерах проступило то, чего она прежде никогда не видела. Ей еще не приходилось сталкиваться с суровой стороной его характера. Точно так же он выглядел и говорил в тот лютый день перед воротами Дели, когда сипайские пули отскакивали, как горох, от шкварней его орудий, а штурмовые отряды Николсона собирались в траншеях прямо под ним. Она поднялась, бросила на Тресилиана испуганный, полуукоризненный взгляд и оставила мужчин наедине. Полковник быстро закрыл за ней дверь и повернулся к гостю. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Строго и отрывисто спросил он. В этой записке не было ничего дурного. Тресилиан стоял, опершись плечом о каминную полку, с глумливым и дерзким выражением на своем темном, изможденном лице. «Как вы смеете тайком писать записки моей жене? Что такого вы хотели сказать, чего нельзя было произнести вслух? Что ж, у вас была возможность прочесть ее. Вы убедились бы, что она абсолютно невинна. Миссис Балсавер, во всяком случае, ни в чем не виновата. Я не нуждаюсь в ваших заверениях на этот счет. Я спрашиваю от ее имени так же, как и от своего собственного, что вы имеете сказать? Мне нечего сказать, кроме того, что вам следовало прочесть записку, пока у вас был такой шанс. Я не имею привычки читать переписку моей жены. Я полностью доверяю ей, однако мой долг — защищать ее от дерзостей. В первые годы моей службы существовал способ, с помощью которого я мог бы призвать вас к ответу. Теперь же я могу лишь сказать, что считаю вас подлецом. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы больше никогда не переступили порог ни моего дома, ни дома любого другого честного человека в этом городе. Вы демонстрируете прекрасный вкус, оскорбляя меня под своей крышей, усмехнулся капитан. У меня нет ни малейшего желания входить в ваш дом. Что же касается остального, то вы обнаружите, что я весьма старомоден в своих взглядах, если вы вдруг пожелаете предложить нечто подобное. Желаю вам хорошего дня. Он взял с пианино шляпу и перчатки и подошел к двери. Там он повернулся, держа руку на дверной ручке, и посмотрел на Балсавера. Его лицо было глубоко изрезано морщинами страсти и страдания. Вы однажды спросили меня, нахожу ли я изменения в Англии. Я ответил, что нахожу. Теперь я скажу вам почему. Когда я был в Англии в прошлый раз, я любил девушку, и она любила меня. Да, любила меня, понимаете. Между нами была тайная помолвка. Я был беден, за душой у меня не было ничего, кроме жалования, а она привыкла к роскоши. Чтобы заработать достаточно денег и содержать ее, я пошел добровольцем в Индию, служил в штабе, копил и откладывал каждую копейку и жил так, как,
полагаю, не жил еще ни один британский офицер в Индии. В конце концов я собрал сумму, которой, как мне казалось, было достаточно, и вернулся с ней. Я страшно тревожился, потому что не получал вестей от моей девочки. И что же я обнаружил? Что ее купил человек, который старше нее вдвое. Купил точно так же, как вы купили бы. Он поперхнулся и поднес руку к горлу, прежде чем смог снова обрести голос. Вы жалуетесь. Вы корчите из себя обиженного. Крикнул он. Призываю Бога в свидетели, у кого из нас больше причин кричать от боли, у вас или у меня? Полковник Болсавер повернулся и позвонил в звонок. Однако прежде чем слуга успел войти, гость уже исчез, и полковник услышал лишь быстрый хруст его шагов по гравию за окном. Некоторое время он сидел, подперев подбородок руками и погрузившись в свои мысли. Затем поднялся и пошел наверх, в будуар своей жены. «Я хочу поговорить с тобой, Хильда», — произнес он, взяв ее за руку и садясь рядом с ней на кушетку. «Скажи мне честно, ты счастлива со мной?» «Полно, Перси, почему ты спрашиваешь?» «Ты жалеешь, что вышла за меня замуж?» «Сожалеешь об этом?» «Хотела бы ты быть свободной?» «Ох, Перси, не задавай таких вопросов. Ты никогда не говорила мне, что между тобой и этим человеком что-то было до его отъезда в Индию. Все это было совершенно неофициально. Ничего особенного, простая дружба. Он говорит, помолвка. Нет-нет, это было не совсем так. Ты была привязана к нему?» «Да, я была привязана к нему». «Возможно, ты привязана к нему и сейчас?» Она отвернулась и стала перебирать позвякивающие украшения на своем шатлене. Муж ждал ответа, и спазм боли исказил его лицо, когда ответа так и не последовало. «Этого достаточно», — тихо проговорил он, высвобождая свою руку из ее ладони. «По крайней мере, ты откровенна. Я надеялся на слишком многое. Я был дураком. Но все еще можно исправить. Я не стану калечить твою жизнь, Хильда, если смогу этого избежать». На следующий день руководство военного министерства было немало удивлено, получив весьма настоятельное письмо от столь заслуженного офицера артиллерии, как Перси Болсавер. Он просил включить его в состав экспедиции, снаряжаемой на северо-запад Индии, которая сулила колоссальную опасность и совсем мало славы. Ответ задерживался, но еще до его прибытия полковник достиг своей цели иным, более прямым путем. Никто так и не узнает, как именно начался пожар в Милоус-Лодж. Возможно, дело было в керосине в подвале, а может быть, вспыхнули деревянные балки за камином. Какова бы ни была причина, полковник проснулся в 2 часа зимней ночи от едкого, удушливого запаха горящего дерева. Выскочив из спальни, он обнаружится, что лестница и все пространство под ним уже превратились в море огня. Крикнув жене, он бросился наверх и разбудил перепуганных служанок, которые с воплями, полуодетые, сбежали вслед за ним в его спальню. «Идем, Хильда!» — крикнул он. «Мы еще можем прорваться по лестнице». Они вместе сбежали до первой лестничной площадки, но пламя распространялось с ужасающей скоростью. Сухие деревянные конструкции вспыхнули, как труд, и клубы дыма вперемешку с огнем отбросили их обратно в спальню. Полковник запер дверь и бросился к окну. На дороге и в саду уже собралась толпа, но пожарных машин видно не было. Крик ужаса и сострадания вырвался у людей, когда они увидели фигуры в окне и поняли по пламени, вырывавшемуся с нижнего этажа, что пути к отступлению отрезаны.
Однако полковник был слишком опытным солдатом, чтобы поддаться панике перед лицом опасности или растеряться при выборе плана действий. Он распахнул створчатые окна, потащил через всю комнату перину и сбросил ее вниз. «Держите ее под окном!» — крикнул он. Одобрительные возгласы снизу показали, что его замысел поняли. «Здесь не больше 40 футов», — хладнокровно произнес он. «Ты ведь не боишься, Хильда?» Она была так же спокойна, как и он. «Нет, я не боюсь. У меня есть кусок веревки. Здесь не больше 20 футов, но перина смягчит падение. Сначала мы спустим служанок, Хильда. Положение обязывает». Времени оставалось в обрез. Пламя трещало, точно пистолетные выстрелы, по ту сторону двери и просовывало маленькие красные язычки сквозь щели. Веревку обвязали вокруг первой служанки, под мышками, и ей велели высвободиться из нее и прыгать, как только ее спустят на всю длину. Первой девушке не повезло. Она упала боком, отскочила от края перины, и ее крики возвестили оставшимся вверху о несчастье. Вторая упала прямо и отделалась лишь испугом. Теперь в комнате оставались только муж и жена. «Отступи от окна, Хильда», — произнес он. Он поцеловал ее в лоб, точно отец целует дитя. «Прощай, дорогая», — сказал он. «Будь счастлива. Но ты ведь спустишься следом за мной, Перси?» «Или опережу тебя», — ответил он с тихой улыбкой. «А теперь, дорогая, обвяжи веревку вокруг себя. Пусть Господь хранит и бережет тебя». Очень бережно он спустил ее вниз, перевесившись далеко через подоконник, чтобы сократить ее падение еще на 3 фута. Храбро и хладнокровно она окинула взглядом перину под собой, соединила ноги, и точно стрела опустилась прямо в ее центр. Ликующие возгласы снизу возвестили о том, что она не пострадала. В то же мгновение позади него раздался треск и рев, и огромный желтый сполох пламени со скрежетом ворвался в комнату. Полковник стоял в раме открытого окна, глядя сверху на толпу. Он опирался одним плечом о каменную кладку, склонив голову, точно человек, погруженный в глубокое раздумье. Позади него пылал багровый фон яркого огня, а длинный ядовитый язык пламени извивался прямо над его головой. Сотня голосов закричала ему, чтобы он прыгал. Он выпрямился, словно человек, принявший окончательное решение, окинул взглядом толпу внизу, а затем повернулся и прыгнул обратно в пламя. И таков был выбор полковника. При расследовании причинами были названы смерть в результате несчастного случая, головокружение от удушья и оступившиеся ноги. Но была по меньшей мере одна женщина, которая точно знала, как далеко может зайти самопожертвование человека, который любит по-настоящему.